Привет! Сегодня мы решили сделать то, что не делал никто в России. Мы хотим сравнить полные приводы от BMW, от Audi и от Mercedes в один день в одних и тех же местах при одинаковых условиях. И это будут условия такие, в которые вы можете попасть ежедневно. То есть будет поле, будут горки, будет лед. Мы будем сегодня сравнивать, какая система полного привода реально лучше. Потому что маркетинг, который показывают все, нам говорит. BMW говорит, у нас самая продвинутая система. Audi говорит, мы самые лучшие, мы участвовали в ралли одними из первых на полном приводе, лучше нас нету. Mercedes говорит, самая надежная полноприводная система, которая лучше всех у нас. То есть все говорят примерно, что они лучшие. Сегодня к ним присоединилось очень много машин на различных системах полного привода, которые также хотят в этом поучаствовать. И вы сможете сравнить. Возможно, у вас есть аналогичная какая-то машина на аналогичном полном приводе. И вы сможете узнать, лучше она едет в таких условиях бездорожья, чем эти машины, или хуже. Сразу увидели, что BMW, когда нажимаешь газ в пол, она больше заднеприводная. Ее лучше всего заносит, и это интереснее, это более драйвовый такой полный привод. Mercedes поехал строго, как настоящий немец. Я просто поехал вот чуть-чуть бочком. На Audi просто забыли выключить электронику. Я надеюсь, что с квадрокоптера получатся очень сочные кадры. Сейчас мы пустим специально только Audi, BMW и Mercedes. Всем добрый день, дорогие друзья. Ребенок какой-то у нас появился. Да. Я снимался в новой части про Симбу и Короля Льва. В общем, сегодня... Нет, Лиза Н и Ава Адамс. Как голос дрожал. Да. Ладно, вон твой Юрич. Юрич уже пенсионер у нас заслуженный. Да. Спинка болит, ножка болит. Так, бегом вставай на старт. А что, в курс дела, подведите Сейчас меня. будут заезды. Я сегодня приехал впервые без машины. У меня сегодня жена дебютирует как оффроуд гонщица. Поэтому буду сегодня за ней смотреть. Сейчас будет очень интересный заезд. У нас получается олл-роуды против Мерседесов. Что-то еще. Слушай, наверное, еще ГЛК поставить, да? Вот старты. Would you show me?
know what you're planning. So why don't you be a good host? Show me where that Что за позор? Выставите машины нормально расстояние, чтобы не вхерячилось ни в BMW, ни в Audi рядом. Ну, забыл. Становись крайний. Да вы плотно ставите машину, очень плотно, опасно. Да хватит там подсказывать. Мы ж тебе не подсказывали, как на Прадо ездить. Ну это моя жена, она впервые выехала вообще с асфальта. Как у тебя Я лицо не волнуюсь. помещается в объектив, реально. У тебя же раньше был Outlander. Вот встань с Outlander'ами и докажи, что ты все-таки растешь, ты пересел. на Не, ну Touareg. то, что у меня был Outlander, это ж не значит, что он, скажем так, Бегом! конкурент Таурегу. Бегом! Давай, Подъезжай. Андрей. Сейчас и тебе Мерседес. Гонщица? Сколько штраф получилось? Получше уже. Ну, получше, Ирина? ну, походу они меня догоняют. Татьяна всех победила. Я вас долго унижать буду тут всех. Ну, Прекращайте. подожди. Понятное дело, что на горке вы меня сделаете. Только начало дня. Согласен. Сейчас в лес поедем и все. Вот тут я полностью согласен. Сейчас у нас будет просто феерический заезд легендарного гонщика Михаила Юрьевича по фамилии Туарегов. Он поедет на своем музейном экспонате, 3-литровый дизель. Вон он черненький стоит, можете наблюдать. Ну, мы наблюдали летом, он много миллионов, кстати, больше, чем ты набирает. Да, да. Смотрите, как Михаил Юрьевич пошел. Наверное, я сегодня посмотрю на Авито объявление, какой автомобиль можно купить за миллион, ну, 1 300 000 рублей. Бэушный, с пробегом где-то до 40 тысяч. Ты так сильно прямо разочарован заездом своего Мерседеса, может еще реабилитируется. А я сейчас сам за рулем попробую, посмотрим. А потом пойдешь на Авито. А потом пойду на Авито авто, потому что выбора нет. Денис верит в литровый дизель и решил, что проблема недущего Мерседеса — это девушка за рулем. Решил доказать, что он сейчас всех прорвет. Тебе опыта набрался он. Да, просто да. наш. Он же ходит на мои курсы юного джипера. На твои курсы? Да. И курсы открыл. Да, вы заметили, как он стал хорошо Что за ехать? школа у тебя? Доморощенный джипер. Я уже настолько он старый, вот трухлявый, может тебе на Авито зайти чуть нового подобрать. Ой, слышь, блатуй, купил понторезку белую. Кого? Я даже ничего не покупал. Мне, чтоб нормальную машину купил. ГТР просто не хватило. Лягушонка, коробчонки. Ребенок. Маленькая машина для Игорь меня. говорит, что ты прошел его школу. Такую Игорь, толстого какую ниндзя. школу? Давай, Ира. Она главная, да? Ну, Ира у нас опытный джипер. У нас оффроуд вот с каждым годом все видоизменяется. Сначала мы ездили в жуткую грязь. Чувак, прости. Сейчас уже у нас одни девушки. Да? Женщины начинают доминировать в этом. Проблема-то в чем? Спивается джипер. На самом деле, да, Прадо уже немножко, как все говорят, поднадоел. Поэтому, наверное, нужно мне для канала, для контента
брать что-то новое. Мы зашли на Авито Авто, вот я смотрю разные предложения, которые тут есть интересные. В принципе, что хочется сказать, вот я уже много где различных автомобильных сайтов посмотрел, где есть БУ машины, новые машины. Ну, на Авито Авто действительно большой выбор именно свежих машин, то есть с небольшим пробегом, там 30-40 тысяч. Для покатушек новую машину, наверное, смысла особо брать нет, а нужно посмотреть что-то бэушное. А ты именно хочешь для покатушек? Я думаю, ты на каждый день. На каждый день, Или просто для отжига? прямо для жести. У нас есть идея снять какую-нибудь действительно жесть, и для этой жести нужна какая-то машина. А какая, это будет в описании. Что хочется сказать, когда я буду выбирать машину, я буду выбирать ее на Авито Авто, и вам тоже это советую. Он шутит, он вот это вот называет горочкой. Там столбы, там если на столб понесет, то все. Да, я думаю, сейчас, когда мы вблизи будем снимать, все зрители скажут, что это лайтуха. Ну, на видео всегда кажется, что это не горка, а так просто вообще не знаю что. И на прадике я бы сюда заехал. Угу. До столба. Вблизи, на самом деле, горка уже выглядит не так эпично, как она выглядела из машины, но все равно, как бы, есть у меня определенные сомнения, что не все туда заедут. Просто нажми в пол. Еще раз. Все, сдавай назад. Когда будешь за Крым? За Крым будешь За Крым? отбиваться? За Крым, За наш Крым. за Крым я уже выслушал много чего, да. Пообещай зрителям. Большое извините всем, потому что это, да, это было фиаско. Сейчас упадешь, об Мерседес и ударишься. Это было фиаско, да, я исправляюсь, я стараюсь. Сейчас мы хотим сравнить на ледяном склоне, ну как на ледяном. То есть по этой полосе, по левой, у нас просто утоптанный снег. По правой у нас небольшой лед. И мы сейчас будем сравнивать, как ведет себя полный привод. В данном случае это Мерседес. Это стандартный мерседесовский полный привод, 60% на заднюю ось, 40% на переднюю, постоянный. Его регулирует исключительно ESP, то есть электроника. Никаких дополнительных помощников в виде блокировок, каких-то там редукторов модных он не имеет. Так, сейчас Mercedes у нас стартует без стабилизации, с места. Ну не в пол, плавно попробует. Правая полоса что, ледяная? Правая полоса, да, залита, лед. Вообще в легкую поехал. Смотри. Элементарно просто. Еще легче, чем Mercedes. Это Audi A4 Allroad, полный привод, Quattro. Точнее, BMW 530 дизель G30. Система полного привода X-Drive, как мы видим, она больше заднеприводная. То есть ее вот прям носит, в отличие от всех остальных машин, но она у нас спокойно заехала. Как работает X-Drive? У нас идет стандартный задний привод, и к нему BMW присоединили в коробку муфту, которая вот как Haldex работает. Но Haldex у нас подключает задний привод на Volkswagen, да? А здесь у нас подключается передний привод. И BMW может передавать как там чуть ли не всю мощность на жопу, так и наперед. У них вообще самая, наверное, сложная система и, наверное, самая дорогостоящая в ремонте, но она также сейчас заехала. Поэтому мы сейчас будем разбивать здесь колею, делать лед и пытаться протестировать те же самые машины еще раз. Изменится ли что-то? Потому что на данный момент заехали все. По-моему, Audi вообще все равно, где ездить. По-моему, просто слабые задания ты придумал. Ты смотри, вообще едет по целине, просто все равно машине. Нормально, это мягкий снег. Вот тебе и X-Drive. Обрати внимание, крутятся только задние колеса. Вот я говорил, что у них
очень умная система, которая сама решает, какую ось крутить. Пошли с другой стороны посмотрим. Я вот вижу, Стой, не съезжай! Не съезжай, не съезжай! Диман, стой! Нам надо поставить сюда, еще раз вверх. Стой! Пошли с той стороны. да, просто скажи, да и все. Ну-ка давай. Вот только задняя ось работает. Вот, у меня. У тебя только задняя ось сейчас работает. У тебя электроника выключена. Включи электронику. Может, это заднеприводная бэха? Нет. Все включил. У тебя ошибка по полному приводу. Перегрев коробки? Нет. Что тут модно все внутри? Ну смотри, у него только работает задняя ось. Вот сейчас мы видим, как работает система полного привода X-Drive. Она решила, что ей нужна мощность на задней оси, дает, но этого мало. Нужно потянуть передком, а она не может, потому что вот она так решила. Это супер продвинутая электронная система от BMW, и она делает вот именно так. Ой. Какое-то разочарование. Вперед. Почему передняя левая не крутит? Да оно никакое не крутит. Задняя. У него вообще там какая-то ошибка высветилась. Вот новая была. Стой, давай мы тебя вытолкаем. Он пока ехал наверх, у него система полного привода почему-то выдала ошибку, и она стала заднеприводной. Но хотя при этом она пишет, что возможно просто какое-то ограничение. Может она ему муфту отключила вообще полностью. Зачем? Вот это может, едет на перегрев? дачу. Ну, потому что система полного привода BMW так решила. Она решила, что вот та горка, это не надо ей. А у нас эти Форестер черный тоже с ботаником сошел дистанцию. Все, Давай, задний привод. У него передний мост не разрезной на BMW? Я Или не давай знаю. крюк вкрутим и залезь, выйдем. посмотри. Кручивай крюк, я подъеду, дерну. Только вот сюда вот едь, вот сюда. Полноприводная, да? Полноприводная, новая, красивая. Женя, Тебя давит. Она мне идет? Красивая. Мерседес у нас едет без электроники, это стандартный ферматик, 40% наперед, 60% назад. Да, прям резко так. А у них люди Но у него постоянный, у него просто колодки распределяют. выше BMW уже заехали. Ой. Ты с электроникой, да? С электроникой. Включено. Все, давай. Сразу включили. Audi едет с включенной полностью электроникой, просто в D-режиме. И мы заметили, да, что сразу покрутились 4 колеса, и она просто поехала плавно, без рывков, без ничего. И вот как-то проще всех она зашла. Mercedes много буксовал, BMW вообще встала на подъеме. 272 силы. Чинил уже. Цепь менял. Рано еще, куда? Какой пробег? 130. Я просто немножко проиграл. Маленько. Ну чуть-чуть, на старте он просто. А так нормально. У меня тоже был Mitsubishi. Вот сейчас Вовин Range Rover, да? Вот бы сейчас Вовин Range Rover. Опять писали, ему хоть какую машину не давят, все равно ни хера не может. Да? Мне интересно, вот тебя на Allroad посадить, ты тоже будешь стоять здесь? А у вас тоже поедет? Да. УАЗ сказал, поедет по целине 4-м рядом, говорит, я ваши эти форматики и квадро, знаете где видишь?
Мерседес. А у вас-то не поехал. Вот как после этого хотеть BMW? BMW не моя тема. Брюнетки делают свое дело. Надо Денису все-таки брать почаще супругу в Прадо. Тогда Прадо поедем. Интересное сочетание BMW, Audi, Toyota. Мне прям самое интересное это победит, но я продолжаю болеть за Audi. Вот теперь Toyota. Смотри, Кстати, BMW поехал. Audi специально пустили по льду. Прям красивый. Какой двигатель у Mitsubishi? Кто там есть суперселект? Там полная блокировки включены. Что заблокировано? Полностью межосевая. А сейчас что, по электронному все сделали? Да, Раньше был рычажок суперселект, сейчас как называется? даже без понятия. Кружочек. Просто так кружочек крутишь, да? И все, и поехал. Главное нейтралочки. Все заблокировал? Да, все. А что и блокируется? Межосевой и еще что? Все. Я наслаждаюсь. Машина не застревает. Зачем ему знать, что там блокируется? Все и так хорошо. Это самый топовый? Да, это максимал. Стой, стой. Стоп! Что случилось? Он чуть меня не задавил. 4 лимона. Я ездил в Белгородский салон BMW Аврора и просил у них BMW дать на тест. Они посмеялись и сказали: нахер ваш канал, нам не интересно вообще это все смотреть. Вот почему нам не дают BMW никогда. Ну мы же их не затираем, показываем как есть. Вот ровно как есть. Вот даже полосу ему поменяли. Это со льдом. Поставили там, где льда нету. Сейчас Allroad поставим там, где есть лед. И сравним. Вот ради интереса. Руководитель Белгородского автосалона BMW настолько вот нелепо как-то высказался, что я не хочу, это неинтересно, ваш YouTube никто не смотрит. Ну, ради бога, не смотрит. Ну, это их дела. Ну, не хотят, не надо. Нам-то что? Но все равно найдем пути, как показать. Я говорил, надо выключить. Вот смотри, BMW здесь стояла до этого и буксовала на месте, не могла поехать. Audi с включенной электроникой, она и не дает буксовать, но она поехала спокойно. Медленно, но она поехала. Включусь, вот он ты. Ага. Два мальчика играют. Что? Это лед там, зацепа По нет. центру? По центру. Ну, у нас же хорошие колеса. Что за подставы? Говорят, хорошие У колеса. вас, может, хорошие колеса. Шипованные, на новом диске. Не, резина замечательная, но там голый лед. Я не против, но условия не А равны. сейчас ехали в организацию. Мне кажется, Аня со своей ездой возвращает людям веру в ВАК.
Audi в силу своей опытности стала на самую сложную полосу, откуда не смог тронуться ни один автомобиль, ни BMW, никто. Посмотрим, как она сейчас поедет. Ну поставь на лед кого-нибудь другого. Сейчас Мерседеса поставим. Сейчас мы запустим последнего у нас из оставшихся участников, который не ездил еще на льду. Это Mercedes E200 Firmatic. Audi у нас со льда трогается, уезжает. BMW стоит на месте, новая G30. Причем у него стоит новая шиповка, самая новая. Камофлайм. Именно она. И сейчас посмотрим Mercedes. Mercedes у нас тоже на шиповке. Тоже, кстати, новая модель. Кстати, вот на чем Audi у нас ездит? Да, в прошлом видосе она говорила, показывали, что я не помню. А теперь со стабилизацией. Не, без стабилизации красивее. А чуть ниже спустись. Еще чуть-чуть съедь, еще. Съедь. Еще чуть-чуть, еще. Хорош, вот отсюда. Ну, роуд ехал здесь же. Вот на этом же самом месте. Но он она же стоял. сказала, что здесь лед чисто. Вот так он уехал. Мерседес почему-то стоит. У него новая шипованная резина. У BMW новая шипованная резина. Он все-таки поехал. Правда, очень как-то дергано, но поехал. Так что не расстраивайтесь. Вообще не расстраивайтесь, здесь неправильно. Старт на неправильном месте. У всех абсолютно ровная трасса, здесь тысяча кочек если. Это специально было для теста. Что это? Ну, уже смотрели. Это Continental Conti Ice Contact 2, но не простой, а с обрезиненным шипом. Что значит обрезин? Но у всех вот здесь алюминиевая вставка и железный шип стальной. А здесь он обрезиненный, то есть это резиновый корпус. Они эту технологию хотят применять в Ice Contact 3, который еще не вышел. Машина едет, нарушает все законы физики. Никто не понимает, как она едет. Бак, посадка низкая. Блондинка за рулем. Блондинка за рулем и едет. Просто. Смотри, BMW втихаря пытается заехать. Смотри. Пока камеры нет, он думает, мы его не снимаем. БМВшники-тихушники. Но он с накатика пошел и ниже стартанул, встал. Сейчас, смотри, повыше хочет попробовать. А нет, все, передумал, он, видимо, забуксовал. Сейчас давай отсюда поснимем. Они думают, их не снимают. О, и смотри, это не стыдно. встал на то место, где стояли все. Пока никто не видит, но, нет, чуть-чуть едет, Там чуть-чуть. уже прокопали. Все нормально, Поехал. Димас, мы тебя снимали, Димас. После обеда, в принципе, уже можно за руль сесть. Все-таки Паджеро едет. Паджеро едет, да. Я так понял, что вы хотите продемонстрировать нам больше. Все получится. А кто до этого здесь пытался стоять? Audi, он сказал, сейчас покажет, как надо. Сузуки, кстати, по-моему, больше всех и заезжал. Вот да. На Мерсе заедем, что ли? Да если бы бампера у меня переднего не было, можно было. Слушайте, зовите того, кто машину обклеивал. Он вот это все ставил. Потому что я не могу никак открутить этот болтик гребаный. Ну здесь правда не подлезть. Взяли мои новые коврики, вывалили все в снегу. Что за коврики? Честно, это вот Денис организовал мне коврики. Денис, рассказывай, что за коврики, я не знаю. Сейчас покажу, смотри. На самом деле зимой на покатушках сталкиваемся часто с проблемой, то что снег все равно с обуви остается, и ты едешь на каждой кочке, у тебя такая лужа катается туда-сюда, туда-сюда.
Поэтому ребята из компании EvoBuild подарили нам вот такие классные коврики. То есть суть в чем? Вода остается вот этих во всех сотах. Коврик изготавливается индивидуально под каждую машину. То есть делается, видите, там бортики большие. Они все на липучках приклеиваются к, как это называется, не знаю, к замше или что это, к ворсу приклеиваются. Ну они какие-то как 3D-формовка, да? Да, это называется 3D-формовка, то есть они удерживают воду, и вода не вытекает, пока ты его практически вертикально не поднимаешь. Она все время остается в этих сотах. Прикольно. Ребята, и они сделали заводские крепления тебе, да? Да, под заводские крепления сделали на задний ряд. У меня там куча вещей, поэтому не увидим. Ну, Дюхиш, наверное, Не увидим. Да, можно в Ауди посмотреть, у меня там грязно, просто непонятно. ухаживаешь за машиной. У тебя тоже такие ковры? Давно хотелось такие ковры, не знал, где я их нашел. Сейчас Денис рассказал, обязательно себе закажу на УАЗик. Вот мне только очень интересно, они всплывают в болоте или нет? Главный критерий. Тебе заплатили, чтобы бесплатно. Да, я бесплатно, я альтруист. А коврики реально прикольные. Ну, в принципе, наверное, давай Audi. А он накрутил, как все накрутил. А у вас все заблокировано? За счет чего Audi делает это? Он еще ничего не сделал. Кстати, трешка. Трешка, шитая, дизель. Давай еще раз. Сильно цепляется. Или глушителями. Нет, а ты нормально спускаешься. А кто заезжал сюда из Куда? Да, да, Серега заезжал. Женек, глянешь по бамперу? По бамперу Ну, глянешь? потом на видео глянешь. По переднему. Задний я нормально уже сделал. Может, он тот? Нифига себе! Порвал Audi. Больше разон. Что он сжег сцепку? Да? Это вонище. Ну что, пробуем. Ну давай, до верхних Ну, следов. с Богом. Все, победил. Офигеть. Сегодня Toyota всех победила. Инерционный разгон победил всех. Сегодня мы собрались для того, чтобы сравнить полный привод Quattro, Firmatic и BMW X-Drive. В итоге получилось у нас что? Audi у нас гребет всегда, как ни странно. Никаких постанов нету, все ездили с одного и того же места, все прекрасно было видно. Дальше у нас была BMW X-Drive. Как ни странно, сегодня у нас получилось следующее. Один раз ему вообще выключила полный привод, остальные разы на полном приводе по ледяной поверхности, когда одна полоса во льду, а вторая нет, он не смог заехать. Именно у нас не очень ровная горка, ну не смог. Пытался, неуверенно очень, в основном просто начинает буксовать выше. Mercedes на Firmatic, как ни странно, показывал стабильные результаты. Тяжко, но он заезжал. Ну как тяжко, средний. То есть он в натяг с пробуксовкой, но заезжал всегда. Я предлагаю выводы не делать. Зрители сами пусть делают выводы, чтобы нас никто ни в чем не обвинил. Я говорю под итог того, что произошло, что я лично сегодня наблюдал. Каждый сделает выводы для себя сам. Сегодня у нас Audi на новой резине, BMW на новой топовой резине и Mercedes также был на новой резине. Все были на шипованной резине. Остальные автомобили были на разной резине, все перечислять бессмысленно, вы все видели, как кто ехал. Был Mitsubishi новый Pajero Sport, который на всех блокировках ехал просто вот отлично в горку. Самый уверенный старт, самая уверенная тяга, никаких пробуксовок, машина просто ушла. Но это уже как бы у нас полноценный внедорожник. И мы убедились в том, что такие вот седаны, вы сможете на них съехать с дороги много где. И спокойно добраться до дачи, когда ее там немножко замело, и вам лень очищать ее лопатой. И это очень радует. То, что не нужно покупать полноценный большой внедорожник на блокировках для того, чтобы просто съехать на легкий оффроуд. Вот сейчас мы сравнили полные приводы. Можно сравнить, допустим, передний и задний. Что вы хотите видеть? Пишите в комментариях, я буду пытаться воплотить эти идеи. Для того, чтобы мы как-то узнавали что-то новое, а не просто где-то катались. Мы хотим видеть новые тачки, новые сюжеты.
Новые тачки, новые сюжеты у нас будут ближе к весне обязательно.